По большей части во многих бедствиях, которые случаются с братьями нашими меньшими, виновниками являются именно люди. Любая своевременно исправленная ошибкой принесенная помощь животным иногда является чудом как для нас, так и для них. Так и случилось с персонажами этой истории, о которой было поведано нам из Восточной Сибири. Ранним весенним утром мужчина собрался порыбачить у реки, протекающей не так далеко от его деревни, прихватив с собой снасть без поплавка. В попытке поймать омуля или форель он решил использовать нахлыстовую ловлю. И для лучшего улова молодой человек выбрал открытое место без деревьев, заранее обильно рассыпав корм у берега реки. Резким взмахом рыбак отправил снасть с приманкой в водяную гладь, и тут же клев не заставил себя долго ждать. Спустя время в садке у мужчины уже трепыхалось несколько форелей и один массивный хариус. Обрадовавшись удачному улову и войдя в кураж, рыбак вытаскивал одну рыбу за другой и даже не заметил, как сзади него подкрался маленький бурый медвежонок. Понимая, что его заметили, он зарычал. Рыбак с растерянностью обернулся, увидя зверя у садка с рыбой. Медвежонок был голоден, это было видно по взгляду, потому как он смотрел на рыбу. Мужчина вспомнил о разговоре среди знакомых в деревне, в котором говорилось, как одного рыбака укусил медведь. И он тут же решил угостить Мишутку увесистым хариусом. Взяв в пасть трепыхавшуюся рыбу, он с аппетитом стал уплетать ее, оставив половину, с которой побежал в заросли леса. Удовлетворенный совершенным добрым делом, мужчина взял в себя в руки и продолжил начатое дело. Спустя время у берега клев прекратился, рыба отошла к середине речки. Чтобы забросить снасть подальше, рыбак, надев высокие болотники, зашел в воду. В течение получаса ему улыбнулась удача, мужчина поймал еще 3 рыбешки. Обернувшись, он снова увидел стоящего рядом медвежонка, которому не так давно давал рыбину. Малыш то и дело смотрел рыбаку в глаза, лишь временами посматривая на рыбу в садке, давая понять человеку, что ему нужна еще рыбина. Видимо, медвежонок не умел еще ловить водных обитателей, либо же было мало опыта в этом. Выйдя на берег, мужчина отдал ему еще одного хариуса, медвежонок ловко поймал рыбу в полете и снова побежал по тому же направлению в лесную гущу. Озадаченный нетипичным поведением зверя, человек отправился следом за ним и, чтобы не спугнуть, соблюдал определенную дистанцию. Малыш, еле удерживая скользкого, живого хариуса, бежал по тропинке, куда-то поторапливаясь. Преодолев 50 метров, Мишутка скрылся за зарослями ивника. Рыбак, спешивший узнать, куда же зверь тащит рыбу, раздвинул ветви. В сумраке леса, в густом кусте, он обнаружил медведицу, лежащую на боку, она с трудом дышала. По багровым каплям на пожухлой траве было понятно, что медведица была ранена и, видимо, серьезно, раз не могла двигаться, а тем более и охотиться. Теперь-то все стало на свои места, куда Мишутка уносил рыбу и почему укусил рыбака из деревни, возможно, тот не угостил рыбой, за что ему намекнули, что надо делиться. Вернувшись к берегу, мужчина взял садок с рыбой и отнес его зверям. Не подходя к ним близко, он оставил рыбу в нескольких метрах от медведицы. Мужчина поспешно собрал снасти и вернулся в деревню, где сообщил в управление охотничьего хозяйства района об увиденном в лесу. Прибывшая помощь спасла жизнь большому зверю. Выстрелили снотворным, затем обработали раны и привезли свежего мяса. Животное перестало терять кровь, подкрепилось и ушло своими лапами зализывать раны вместе с детенышем. Вероятно, в этом лесу медведица наткнулась на охотившихся браконьеров.
Буквально на следующий день природоохранные структуры совместно с полицией провели ряд рейдов с целью обнаружения и пресечения браконьерской деятельности. Мужчину похвалили в деревне за смелость и доброту, ведь благодаря любопытству и добродушию рыбака удалось изменить судьбу двух животных в лучшую сторону и дать понять медведице, что в мире еще существуют добрые люди. Звери, они совсем не глупые создания, все понимают,